Всем привет! Сегодня видео посвящено раскрашиванию герба Тали из раскраски «Игра престолов». У меня это российское издание. Бумага довольно хорошая. И к тому же раскраска односторонняя, поэтому выдерживает всяческие издевательства и эксперименты. Сегодня эксперимент будет посвящен созданию текстуры поверхности воды для нашей картинки. Такую идею вы сможете потом применить как для фона, так и просто для элементов воды в вашей картинке. Начинаю я с маркерной подложки. Я это делаю маркерами просто потому, что мне так было быстрее и проще залить, скажем так, подложку для этой картинки. Но вы можете пользоваться тем материалом, который вам нравится. Единственное, что надо учитывать, если вы будете делать, если вы будете раскрашивать картинку карандашами, то сверху вам будет очень тяжело добиться того эффекта, который мы в дальнейшем с вами будем вместе делать. Вот, поэтому досмотрите тогда это видео до конца, и тогда уже вы поймете, как карандашами можно раскрашивать, а именно, что вам надо будет сначала создать эффект воды, а уже потом раскрашивать всю остальную картинку. То есть немного делать наоборот. Но в моем случае я все-таки начала с раскрашивания именно основной картинки. Не то чтобы я очень старалась на этом моменте, но я понимала, что эта картинка все-таки будет видна, будет проглядывать в толще воды, и поэтому я все-таки старалась здесь придавать и какие-то цвет, и тень, и рефлексы, и, ну, в общем, старалась раскрасить эту картинку так, как будто она у меня останется именно такой, и ничего сверху не будет. Но вам нужно иметь в виду, если вы будете делать воду на большую часть картинки, то я думаю, что сильно стараться не надо. Все эти детали все равно скроются под водой. Но тем не менее, здесь я заливаю все маркерами. Цвета я выбирала, честно говоря, не руководствуюсь никакими референсами по сериалу или по описанию в книге. Просто выбрала те цвета, которые мне понравились, те цвета, которые у меня не заканчиваются, и те маркеры, которыми мне комфортнее всего работать. Здесь очень детализированная картинка. Помимо герба здесь еще все эти вензеля. И, конечно, их раскрашивать бывает очень скучно, ну, так как они однообразные. Вот, поэтому я решила начать с фона под ними. И дальше сами вензеля решила раскрашивать в тон этой рыбки, как будто они серебристые. Я хотела сказать еще вот что. Эта картинка была раскрашена в рамках совместника с компанией девушек-колористок. И в какой-то момент эта картинка у меня очень сильно застопорилась, так как я, когда начинала ее делать, не совсем представляла, что какой же результат будет в конце. Поэтому, когда я начала делать саму воду, у меня получалось совсем не то, что я вначале себе представляла. Поэтому эту картинку я отложила и
закончила уже, наверное, через месяц после того, как начала. Но я хочу сказать большое спасибо девушкам. Они меня поддержали. И когда я, можно сказать, совсем отчаялась, что у меня не получается, я прислала им тот кусочек, тот этап, на котором я остановилась, и при их большой поддержке мне удалось все-таки продолжить и закончить. И результат, в принципе, меня устроил. К чему я это все сказала? Если у вас есть трудности в заканчивании картинок, или если вам не нравятся результаты в вашей работе, то я вам советую обратиться к вашим, м, скажем так, сообщникам по хобби, то есть тем, кто вас понимает, кто сам раскрашивает, кто в этом участвует, и эти люди поймут вас как никто другой, когда дело касается вот такого вот творческого застоя или творческого блока. Я думаю, что эта поддержка придаст вам вдохновение, и вы сможете закончить те картинки, которые вы считаете испорченными, ну, либо где вы не знаете, куда двигаться дальше. Я вот, кстати, иногда и в Инстаграме в сторис выставляла такие вот неудачные с моей точки зрения моменты и получала помимо слов поддержки еще и советы, реально дельные советы. Я не имею в виду дельные, что их давали какие-то профессионалы, художники и так далее. Нет, я имею в виду, что они дельные в том, что они вам дают толчок, чтобы двигаться дальше. А в нашем хобби я считаю, что это главное двигаться дальше, несмотря ни на что. У меня много раз такое было, что я не имела какого-то мощного толчка вдохновения, но садилась и красила. И одно за другое, один цветочек за другим цветочком. И, в принципе, картинку я доделывала. И я считаю, что это не менее важно, чем ждать какого-то мощного такого источника вдохновения и в итоге ничего не делать месяцами. У меня такое тоже, кстати, было. Теперь вернемся к картинке. После маркерной подложки мне показалось, что герб выглядит слишком начищенным, блестящим и каким-то мультяшным, поэтому я решила его состарить с помощью акварели. Да, я просто наношу на маркерную подложку акварель. Я тут смешивала несколько цветов, и бирюзовый, и индиго, и индантреновый синий, и просто вот такими лужицами это все оставляла. Маркерная подложка немного сглаживает бумагу, и для акварели вообще не остается, скажем так, мест, чтобы зацепиться, и она вот такими лужами и высохла. Переходим непосредственно к изображению самой воды. Я сейчас вам буквально в нескольких словах обрисую ситуацию. Вы пока видите ускоренное видео, но потом, когда я объясню суть, я уже ускорять видео не буду. Оставлю один небольшой фрагмент неускоренным, и там я вам все цвета, которые я использовала, по порядку назову, где, в какой части, что. Также цвета продублирую в описании под видео. Я использовала призмы, вы можете брать любые другие карандаши, которые вам нравятся, которые вас устраивают. Итак, основной момент. Мы поверх уже той подложки, которая есть, если она акварелью. Если же вы рисуете карандашами, то начинаете как раз с воды, а все остальное уже дорисовываете. Начинаете рисовать так называемую сеточку. Эта сеточка представляет собой
Изображение воды неспокойной. Вы можете найти референсы. Там, где вода неспокойная и по ней идет рябь, вы увидите вот примерно такой рисунок. Где-то он чуть более в горизонтальной плоскости вытянут, где-то нет. Вы тут подбираете так, как вам удобно. Я взяла какой-то такой, мне кажется, средний, средний рисунок этой сеточки и начинаю намечать белым карандашом от призмы вот эту самую сеточку. Просто вот сначала легкими штрихами, потому что потом мы еще очень сильно добавим, но сначала легкими такими штрихами вы это делаете. Дальше внутри этих ячеечек вы наносите свой самый темный цвет. В моем случае это был инотреновый синий, но это абсолютно не важно, какой цвет, главное, чтобы тон был максимально темный. Потом этот тон вы начинаете растягивать к вот этим рамочкам какими-нибудь средними цветами. Это может быть аквамарин, это может быть бирюзовый кобальт. Все, что является переходом от темного к светлому, вы используете его. И уже рядом с этой сеточкой средний цвет вы вытягиваете до белого каким-нибудь светлым цветом. Это может быть light green, это может быть голубой cloud blue. То, что вам подходит именно по цвету воды. Я, честно говоря, использовала разные палитры, и чуть более бирюзовую, и чуть больше зеленую. Возможно, на видео это не видно из-за того, что освещение искусственное, оно не передает всех нюансов. Фото тоже не передает, но тем не менее, если взглядеться, у меня разные оттенки на разных частях рисунка. Мне это показалось более интересным. Вот. И, значит, в конце, когда вы уже делаете переход от среднего к белому вот этим светлым, у вас получается белый остается совсем чуть-чуть, и он, естественно, тускнеет из-за этого светлого тона, и вы очень сильно так прилично надавливая, уже вырисовываете эту сеточку очень-очень сильным нажимом белым цветом. И чтобы немного еще больше выделить, я прохожусь белой гелевой ручкой. У меня от Uniball. Вы можете использовать любую другую, которая у вас есть. Эффект будет абсолютно тем же самым. Также еще хотела сказать, что я тут немного меняла вот эту вытянутость этой сетки. Я, честно говоря, не сильно разобралась, насколько это повлияло позитивно или негативно на общий вид картинки, но в целом я это делала. Вот. Также вы видите, что я уже обозначила контур непосредственно, где герб чуть-чуть выступает над водой, чтобы сделать пену, ну, чтобы вот как-то, да, это обыграть, потому что когда я уже начала это делать, вот, собственно, что меня ввело в ступор, что это получается очень темная, очень темный фон, и за ним практически уже ничего не было видно. Мне, кстати, потом пришлось выделять вот эти вот завитки уже Dark Indigo от полихромосов, потому что не было видно вообще ничего. Но это чисто как бы мое мнение, мое решение что-то выделить. В принципе, это, конечно же, было не обязательно. Вот. Для этого вот контура я использовала белую гелевую ручку, но это только я наметила, где будет вот это, этот контур. Дальше я буду использовать белую гуашь с веерной кистью. Вы это увидите, конечно же, в видео, но я хотела вам просто сказать, что я наметила контур просто для себя. А потом гуашь я использую уже, когда полностью вся картинка будет готова и когда везде уже будет нанесен карандашный вот этот вот рисунок воды.
А сейчас я немного дорабатываю рыбку, чуть-чуть высветляю белым карандашом некоторые поверхности, некоторые затемняю Dark Indigo от полихромосов. Также немного на самом щите я решила выделить, ну просто чтобы это не смотрелось как-то скучно, плоско, неинтересно. Вот чисто чтобы эту картинку немного вытянуть вперед, потому что все-таки тут речь не о воде, а о гербе. Вот, так что немного вытянула вперед, чтобы сделать акцент, чтобы обыграть вот эту как раз рыбку на гербе. Переходим к подробному фрагменту. Я все-таки чуть-чуть ускорила, потому что работаю я обычно, ну, очень медленно. По ходу думаю, зависаю, поэтому все-таки чуть пришлось ускорить. Но я думаю, что скорость комфортная, и вам будет легко уследить за тем, что я делаю. Сейчас я взяла белый призму и намечаю вот эту сеточку из ряби, о которой я говорила. Собственно, мне кажется, сеточкой я ее не зря назвала. Она именно очень похожа на сеточку и также выглядит. И, собственно, я когда ее намечала, у меня, в принципе, какие-то такие в голове и были ассоциации по этому поводу. Вы видите, что я здесь работаю кусочками, не сразу всю картинку там поэтапно. Это в первую очередь из-за того, что я делаю это в первый раз. Вот, и кое-где я сама на чем-то экспериментирую, что-то там смотрю, как лучше, как хуже, какие цвета, там какая последовательность действий. Может, лучше начинать со светлых тонов или с темных. То есть я экспериментирую. А дальше, после вот этой сеточки, я беру индотреновый синий, номер 208, и наношу его в центр этих ячеек, которые мы наметили. Причем использую я довольно-таки сильный нажим, вот, потому что этот цвет потом я буду разносить с помощью других цветов, поэтому, в принципе, я его наношу таким средним, может даже и сильным нажимом. А в дальнейшем он немного потускнеет, и мы его будем выделять Dark Indigo от полихромосов, но это в самом конце. Вот, а так наносим его как раз внутри этих ячеечек. Дальше берем средний тон и разносим синий индотреновый от серединки ближе к краям этой ячейки. Что я использовала в качестве среднего тона? Аквамарин номер 905, Parrot Green номер 1006 и Cobalt Turquoise номер 105. Напомню, все номера карандашей будут в описании под видео. Я вам сейчас это говорю просто, чтобы вы понимали примерно, какие цвета я использую. Но в целом, как я уже сказала, любые средние тона тех цветов, которые вам нравятся, вы можете использовать. Вот. И таким образом я разношу темный тон от серединки ближе к рамочке и делаю это по всей поверхности нужного нам фона. Далее я это делаю по всей картинке и беру самый светлый тон. А в данной картинке я использовала несколько, а именно Light Aqua номер 992, Light Green номер 920 и Cloud Blue номер 1023.
Этим цветом я уже разношу средний до нашей белой ячейки. Естественно, я захожу на части из белого карандаша, и, естественно, он окрашивается там в голубой, в бирюзовый, в зеленый. Это абсолютно нормально. Потом мы берем белый карандаш и высветляем, как раз-таки проходимся еще раз по тем местам, где мы намечали эту сеточку, и делаем еще более контрастно ее. Дальше уже берем белую гелевую ручку и проходимся по этой сеточке, но не прям обводим ее по контуру, нет, такими отрывистыми, я бы сказала, пунктирными движениями вы обозначаете эту сеточку, вы немного придаете ей глубин объема, где-то я точечки просто ставила, где-то такие прерывистые линии, но в целом добавляете такой интересности, но не обводите по контуру, а делайте это с некоторыми отрывами, пропусками, чтобы это смотрелось более естественно. Ну вот, основную технику я вам рассказала. Все сделано примерно по этому же принципу. Единственное, что в этом видео кое-где я начинала со светлых, наоборот, переходила к темным, кое-где с темных переходила к светлым, но сути это не меняет. Дальше, когда я уже все сделала, я углубляю вот эти ячейки Dark Indigo от полихромосов. Но так как у меня сама картинка, в принципе, потерялась, и все эти вензели, которые я выводила маркерами, тоже потерялись, я просто этот Dark Indigo использовала для затемнения именно областей в самом орнаменте. Вот. Но вы можете использовать Dark Indigo именно для затемнения внутри этих самих ячеек. Я думаю, эффект будет еще более интересным. Попробуйте, посмотрите, как у вас будет получаться, поэкспериментируйте. Сейчас на максимальном ускорении я уже завершаю полностью картинку, завершаю фон, так как контур для непосредственно, где герб выходит над водой, у меня уже есть, то я приготовила веерную кисть, у меня она Jackson's Art, и белую гуашь у меня от мастер-класс. Водой не разводила, брала прямо из баночки, чуть-чуть промакивая в крышки, и наносила вот такими вот промакивающими движениями такой видимость пены над водой. Ну вот и готово. Я выключила искусственное освещение, которое у меня желтоватое. Вот, и сейчас вроде как цвета, ну, более или менее передаются правильно. Вот что у меня получилось. Вроде бы все я рассказала на видео. Если что-то не рассказала, то задавайте вопросы в комментариях, отвечу. И вот, значит, такой у нас герб и получился, который изначально должен был быть под водой, но всплыл. Спасибо за просмотр, до новых видео, пока-пока.